Все карлики – бастарды в глазах отцов. Жизнь Тириона Ланнистера начинается не с любви, а с вины. Едва родившись, он уже стал убийцей в глазах собственного отца, ведь его появление на свет стоило жизни Джоанне Ланнистер, женщине, которая Тайвин, возможно, единственную по-настоящему любил. С первых дней существования Тирион становится живым напоминанием о смерти, позоре и утрате. Он Ланнистер по крови, но не по статусу, ни по духу, ни по внешности, и, как считают многие вокруг, не по праву. Его тело – метка, его лицо – приговор, его имя – бремя. Карлик, полурослик, чудовище, его не зовут Тирионом, его называют уродом. И даже родная сестра Серсея в детстве мечтала, чтобы он умер. Он родился в Золотом доме, но с первых шагов понял, он в нем не гость, а ошибка. Семья, которая должна была быть его крепостью, стала первой тюрьмой. Тайвин не видит в нем сына, он видит в нем позор и, возможно, даже проклятие богов. Но на фоне этого отвержения возникает парадокс. Именно отверженность формирует в нем остроту ума, выносливость и способность выживать в мире, где его никто не ждал. Обычно дети растут, впитывая одобрение и любовь. Тирион растет, впитывая ненависть и страх. Ему рано приходится научиться играть в слова так, как другие играют мечами. Он учится читать не ради удовольствия, а чтобы выжить. Он превращает ум в щит, иронию в броню, а язвительность в клинок. Его голос – это оружие. Он ранит, прежде чем его ранят. Смеется, чтобы не заплакать. Блефует, чтобы не показать боль. Я читаю, чтобы знать, что я не ничтожество, чтобы верить, что внутри уродливого тела есть что-то настоящее. В семье Ланнистеров, где правят холод, контроль и демонстративное величие, Тирион – инородное тело. Он слишком чувствителен, чтобы быть таким, как отец, слишком умен, чтобы быть безвольным, и слишком одинок, чтобы не искать любовь везде, где ее хотя бы имитируют. В борделях, в вине, в случайных ласках и дешевом смехе. Но в этих поисках он лишь сильнее ощущает свою сломленность. Любовь, которую он получает, всегда куплена. Ласка условна. И даже когда он влюбляется по-настоящему, его чувства превращаются в очередной фарс. Женщины, которые его любили, либо были подкуплены, либо предали. Все, что он находит, это иллюзия тепла, рассыпающаяся в прах. В этом постоянном напряжении между презрением других и жаждой признания рождается внутренний конфликт. Тирион мечется между гордостью и ненавистью к себе. Он то находит в себе силу быть выше обид, то падает в самоуничтожение. Он ироничен, но за его шутками страдания. Он презирает правила дворянства, но жаждет уважения отца. Он напивается, чтобы заглушить голос в голове. Ты лишний, ты ошибка. Быть отвергнутым своими – боль, которую не исцелить ни власть, ни деньги, ни книги. Это рана, которая гноится в тишине, когда никто не видит. Но в этой боли зреет и величие. Тирион не сломался, он не стал чудовищем, хотя мир толкал его на этот путь. Он не стал убийцей ради власти, хотя имел возможность. Он не стал жестоким, хотя его мир жесток до костей. Вместо этого он становится человеком, который видит других таких же сломанных, как он сам. Он понимает унижение, потому что сам его пережил. Он знает, каково это – быть невидимым, быть меньше в мире, где ценят лишь громкое и великое. Парадокс судьбы Тириона в том, что изгоем его делает не уродство тела, а уродство взглядов окружающих. Он не урод, он зеркало. И именно поэтому его ненавидят. Он показывает миру его подлинное лицо, лицемерное, безжалостное, отталкивающее. И при этом он не теряет способность сочувствовать, смеяться, любить и верить, хотя бы на мгновение. Тирион Ланнистер – это голос всех, кто родился не тем, не там и не так. Это память о том, что достоинство не в теле, а в духе, и что даже из проклятия можно выковать броню, если не бояться смотреть в глаза боли. Мой ум, моя книга, мой доспех, мой меч, и все же никто не видит, сколько в нем боли.
Тирион Ланнистер родился в мире, где интеллект редко ценится выше меча, а тем более, если он принадлежит тому, кого называют уродом. Его ум – острая сталь, выточенная болью, насмешками, отвержением. Он рано понял, в этом мире ему не победить силой, только знанием. Если тело слабое и отталкивающее, значит оружием должен стать разум. Если его не принимают в круг настоящих мужчин, он будет тем, кто будет смеяться последним, потому что поймет больше, чем они способны даже осознать. Он не просто читает книги, он впитывает их как кислород. Знание – это его способ утвердиться в мире, который отказывает ему в праве быть собой. Взамен щитов и доспехов он носит сарказм, иронию, безжалостную проницательность. Он понимает, как устроен мир. Видит в людях их подлинные мотивы. Он не обольщается, но и не становится циником до конца. Именно в этом трагедия. Он знает цену всему и все же продолжает жаждать смысла. Но знание, интеллект, ясность ума не дары, это бремя. Мир боится умных, особенно когда ум соединен с унижением. Особенно, когда этот ум принадлежит тому, кто должен был бы молчать. Тириона не уважает за его мудрость, его презирают за то, что он смеет быть умным. Его талант к дипломатии, стратегии, психологическому анализу – все эти качества обесцениваются, потому что он шут, карлик, неудачник. И все, чего он достигает, каждый шаг вверх, воспринимается как нарушение порядка. Он спасает Королевскую гавань от разрушения в битве за Черноводную, и что он получает взамен? Шрам, обвинение, забвение. Отец отказывается даже упоминать его в победе. Серсея видит в нем угрозу. Джоффри насмехается над ним. В обществе, где внешняя сила и статус важнее сути, даже героизм не может искупить его неправильное рождение. Когда ты родился чудовищем, даже твои подвиги выглядят подозрительно. Но Тирион не просто страдает, он строит свою идентичность как вызов. Он смеется над миром, потому что если он позволит себе быть серьезным, его раздавит. Его язвительность становится одновременно оружием и броней. Он предугадывает удары и парирует их шуткой. Но эти шутки как капли крови. За каждой стоит унижение, которое он проглотил. Он играет в насмешливого философа, пьянчугу, циника, потому что быть уязвимым смертельно опасно. Его маска – необходимость. Без нее он мальчик, которого не обняли, мужчина, которого не любят, человек, которому отказывают в человечности. Однако в Тирионе живет и нечто большее. Он не теряет способности чувствовать. В этом и заключается трагический контраст. Он умен настолько, чтобы видеть пустоту, но чувствителен настолько, чтобы страдать от нее. Его любовь к Шае, настоящая, нежная, мучительная, становится его самым сильным крахом. Он поверил, что достоин быть любимым не за деньги, не за сарказм, а как человек. И именно это доверие оборачивается предательством. Он убивает не только отца, он убивает свою веру. Он убивает ту последнюю тонкую надежду, что кто-то увидит в нем не карлика, не Ланнистера, не урода, а просто Тириона. И все же, даже пережив это, он не становится жестоким. Он не ищет мести ради мести, он ищет смысл. После смерти отца, после суда, изгнания, предательства, он бредет по миру не ради власти, а ради понимания, ради попытки найти уголок, где можно быть собой. Его разговоры с Варисоном, Броном, Джорахом, Дарио – это всегда больше, чем политическая игра. Это философские размышления, попытка вгрызться в суть жизни. Что такое добро, если оно бессильно? Что такое честь, если она убивает? Он становится человеком, способным к эмпатии, хотя весь его опыт – это череда унижений. Он сочувствует слабым, потому что сам вечно был слаб. Он хочет справедливости, потому что ему ее не дали. Он тянется к идее лучшего мира, потому что в его мире ему места не нашлось. Ты никогда не был достаточно хорош, Тирион, ни для отца, ни для сестры, ни для трона. Но может быть ты был достаточно хорош для мира, которого еще нет.
Идентичность Тириона не врожденная, она выкована. Он сам себя собрал из осколков страха, памяти, боли и мужества. Он не тот, кем должен был быть по крови, он тот, кем стал, несмотря на нее. И не наследник, не воин, не тиран. Он мыслитель, сердце в мире железа. Он человек, который слишком хорошо понимает, как все устроено, чтобы притворяться, что не видит. Тирион Ланнистер – это воплощение трагедии ума в мире силы. Его остроумие – это шрам, его мудрость – это груз. Он живет на грани между маской шута и сердцем поэта, между насмешкой и молитвой. И каждый его шаг – это борьба, не просто за выживание, а за право быть собой в мире, где никто не верит, что ты имеешь на это право. Я убил любовь, я убил отца, я убил веру в справедливость. Осталось только идти и быть тем, кто помнит, как это было. Путь Тириона после побега из Королевской гавани – это не бегство, это изгнание из прежней версии себя. Он больше не сын Тайвина, не правая рука, не советник, не спаситель столицы. Он изгой, убийца, преданный, раздавленный. Он утратил почти все – положение, семью, веру в близость, даже веру в интеллект как опору. И быть может именно в этом пепле он впервые начинает видеть себя без масок. Тирион, плывущий через узкое море, не столько физически уставший, сколько психически разорванный. Он говорит, пьет, язвит, но уже без прежнего огня. Его ирония теряет вкус, его глаза глядят в пустоту. Перед нами не Тирион игрок, а Тирион призрак. Он не ищет спасения, он просто идет вперед, как будто хочет, чтобы кто-то или что-то наконец поставило точку в его истории. Но эта точка не приходит, вместо конца приходит новая глава – Дейенерис. Она символ того, чего он жаждет – разрушение старого порядка, новая справедливость, надежда на передел мира, где сила будет принадлежать тем, кто заслужил ее умом и милосердием, а не рождением. Он тянется к ней не как мужчина к женщине, а как потерянный человек к новой системе координат. Он становится ее советником, потому что все еще верит. Если я не могу спасти себя, может, я помогу спасти кого-то другого. И в этой роли он пытается быть честным, даже если она его не слушает, даже если она становится опасной, даже если это снова приводит к его предательству. Он снова оказывается между двух бездн – верности и совести, страха и долга, и, как всегда, платит за свой выбор – одиночеством. Когда Дейенерис сжигает Королевскую гавань, в Тирионе умирает последняя. Не просто вера в нее, вера в смысл. Он уже видел, как миром правит безумие в лице Джоффри. Он уже убивал за то, чтобы зло не победило. И теперь зло возвращается, но уже под знаменем справедливости. Он делает выбор, он бросает монету в сторону морали. И даже зная, что его ждет смерть, он говорит правду Джону. Потому что теперь он не шут, не игрок, не политик, он свидетель. Свидетель того, как власть разрушает даже лучших. Свидетель того, как добрые намерения сгорают в огне амбиций. Свидетель того, как история повторяется, если ее не остановить. Из-за этого его снова бросают в темницу, но теперь он не просит, не умоляет, не защищает. Он спокоен, погружен в себя, почти примирен с судьбой. Он смотрит на Брана, немого наблюдателя, инвалида, лишенного эго, и предлагает ему трон. Потому что больше не верит в силу силы, потому что, возможно, впервые в жизни он действительно верит в бескровную мудрость. Его выбор не политический, он экзистенциальный. Он больше не пытается спасти себя, он хочет спасти хотя бы смысл. Он отказывается быть королем, вождем, героем. Он остается голосом и памятью. Я недостоин власти, но, возможно, я достоин помнить, почему она опасна. В финале Тирион снова становится советником, но уже другим, без славы, без любви, без семьи, без надежды на счастье. Он больше не верит в утопию, но верит в работу, в компромисс, в выбор не идеального, а возможного. Он не стал святым, не стал мучеником, не стал тем, кто выжил и сохранил в себе человека.
И в этом его победа. Тирион Ланнистер не герой, он голос выживших. Он лицо тех, кто был отвергнут, и все же не озлобился. Он сделал ошибки, любил неправильно, верил слепо. Он предавал и был предан. Но прошел сквозь все и остался тем, кто может посмеяться, плача. Он не стал великим, он стал настоящим.